Андрей Мацко. Дар. Почти всегда он застает меня врасплох. Я знаю, что лысый ублюдок способен появиться в любой момент, но чаще всего ему удается проворачивать свои дела из-под тишка. Это похоже на отвратительную игру, в которой не бывает победивших. Ведь даже когда я догадываюсь, что произойдет, случается ужасное. Сегодня он сделал это в парке. Лето, зелень. Мне хотелось оказаться там физически, быть обласканным солнечными лучами. Возможно, они хоть ненадолго перекроют бледность от постоянных недосыпаний. Сновидение вело меня по асфальтированной аллее мимо многочисленных отдыхающих к центру сквера, где с десяток ребятишек разного возраста облепили большой фонтан. Я обошел молодую женщину с коляской и поравнялся с парнем, ведущим на поводке крупного ротвейлера. Собака была в наморднике. Казалось, ничто не способно нарушить спокойствие этого места. А потом раздался взрыв. Все вокруг разлетелось на ошметки. Крики, хаос. Перевернутая коляска и неподвижное тело женщины. К лежащему в луже крови ребенку подкатилась ее снесенная осколком фонтана голова. Над младенцем пританцовывал лысый карлик с обезображенным лицом. Он поднял руку, ухватившись за невидимую для окружающих нить, ведущую от затылка ребенку к небу, и медленно, словно наслаждаясь моментом, перерезал ее большими ножницами. Люди бежали. Одни врассыпную, в панике спасая свои шкуры, другие – к месту взрыва, помогать раненым. Ротвейлер подошел к коляске и сквозь намордник начал лакать из лужи кровь. Как и люди, он не видел карлика. Из петли на конце поводка торчала кисть молодого человека, хозяина собаки. Сам парень лежал в кустарнике у аллеи. Он часто открывал рот, пытаясь набрать в легкий воздух, но дышать не получалось, наверное, из-за торчащего в груди железного прута. Карлик был тут как тут. Он подмигнул мне и перерезал нить. Парень затих. Каждое утро я беру газету, сажусь в кресло перед телевизором и включаю новости. Просматривая сводки происшествий, я все больше убеждаюсь, что шок-контент связан не только с повышением рейтингов телевизионных каналов, но и с подобными мне людьми, с теми, кто наделен даром или проклятием видеть смерть на расстоянии, с теми, кто, пробуждаясь по утрам, надеется ошибиться, но неизменно натыкается на горькие, иногда невыносимо тяжелые вести. В этот раз мне даже не пришлось разворачивать газету. Статью о теракте в городе, который я покинул много лет назад, разместили на первой полосе. В телевизоре мелькали фамилии. Диктор зачитывал выраженное президентом соболезнование, в углу экрана тлела свеча. К вечеру ответственность за теракт взяла на себя какая-то экстремистская организация. И, как обычно, ни слова о карлике. Я не знаю, избавляет ли он от мучений или подстраивает их. Не знаю, можно ли считать искренними эмоции этого существа. Я догадываюсь, кто он, но уже давно перестал спрашивать себя, что будет, если его не станет. Этот и подобные ему вопросы давно отступили, оставив место лишь одному – когда? Я с нетерпением жду, когда карлик занесет ножницы и над моей головой, когда избавит от кошмаров, превративших сны в бесконечные спектакли кукольного театра, спектакли, каждый из которых неизменно завершается падением очередной отрезанной от нити марионетки –